Пулемет изобрел Ричард Гатлинг. Этот человек наивно думал, что его детище поможет покончить с войнами на Земле. Да, многие ошибались. И создатели ядерной бомбы, наверное, полагали, что их изобретение тоже решит много проблем. Но оружие – это оружие. Пулемет, в отличие от топора, создан с одной конкретной целью – поражать живую силу противника. Рассказывают, что немецкие пулеметчики, которые принимали участие во Второй мировой войне, просто сходили с ума. Я не буду рассказывать, что они были слабы психологически, у них была тяжелая работа. Жаль, что в истории человечества был такой период, когда люди не созидали, а воевали. Мы ничего не изменим в прошлом, но можем сделать это в будущем. Нужно только правильно освоить уроки истории. Какие же битвы были самые тяжелые? Расскажу о некоторых из них. Ржев. Историки пишут, что это была самая настоящая мясорубка. И Германия, и СССР потеряли очень много солдат. Нужно обратить внимание на то, что битва эта затянулась. Она началась в январе 42 года и закончилась только к весне 43-го. Исаев в своем исследовании по Ржеву указывал, что потери Советского Союза составили 1 миллион 160 тысяч человек. Это и умершие, и раненые, и пропавшие без вести. При этом вступало в битву на стороне СССР 1 миллион 460 тысяч. Очень немногие уцелели. У немцев не лучше. Было 1 миллион 100 тысяч, потеряли 390 тысяч. С немцами сложнее. Суммировались данные из разных источников. Общая погрешность, думаю, очень высокая. Скорее всего, цифры занижены. Генерал Хорст Гроссман указывал, что русские потеряли 250 тысяч человек безвозвратно. Тела павших не успевали убирать. Они лежали на полях брани, по ним ходили солдаты. Писатель Сергей Стукало указывал, что под деревней Полонина немецкие пулеметчики действительно теряли рассудок. В медицинском смысле. Очень много им приходилось стрелять. Выживших в боях отправляли на родину лечиться. Или не на родину, а куда-нибудь в госпиталь, где использовали электрический ток и гипноз. Далеко не всем это помогало. Синявинские высоты. В 1942 году советское командование было полно надежд прорвать блокаду Ленинграда. Мы с вами знаем, что это не получилось сделать. Но советские бойцы не дали сомкнуться второму немецко-финскому кольцу. И это была победа, пусть не самая большая, но ценная. Наиболее ожесточенными были сражения за Синявинские высоты. Немцы соорудили дзоты, у них было много пулеметов МГ-42. Смотрим, какие у него характеристики. Прицельная дальность до километра, скорострельность до 1500 выстрелов в минуту. Конечно, не все пули приходились в цель, но многие из них. Фронтовик Николай Никулин вспоминал, как общался с немецким ветераном-пулеметчиком. Тот рассказывал, что на Синявинских высотах было очень страшно, как в кошмарном сне. Я не буду говорить, что советских солдат бросали тысячами на пулеметы. Эта тема скользкая и не очень приятная. Дело не в ней. Немец вспоминал, что русские будто воскресали из умерших. Пулеметчик выпаливал очереди одну за одной, а бойцы все шли и шли. Это затуманивало разум. Севастополь. В 1941 году под Севастополем воевал гитлеровский офицер Готлоб Бидерман. Бидерман вспоминал, что осенним утром в атаку пошли севастопольские рабочие и докеры, портовые грузчики. Они пытались захватить Маккензиевы высоты. Рядом с Готлебом был пулеметчик, который в какой-то момент закричал: «Я не могу больше их уничтожать». Справедливости ради нужно отметить, что тот пулеметчик жаловался не только на свое психологическое состояние, но и на физическое. У него уже не разгибались пальцы на руках. Это печальные для нас истории. Если абстрагироваться, то они, конечно, примечательные. Пулеметчики просто не выдерживали. Пускать очереди в людей – это страшно. Впрочем, Тонька пулеметчица не боялась. Или боялась, но заливала свой страх алкоголем. Вообще же, случаев, когда советские солдаты шли строем на немецкие пулеметы, было не так много. Не нужен был такой героизм, когда можно было обойти дзоты, забросать их гранатами. А еще лучше пройтись по ним из крупнокалиберных орудий.